Сергей Давыдов японцам. Я не бросал вызов Тутберидзе. Тренер школы ЦСКА Сергей Давыдов, у которого занимаются Софья Самоделкина и Елизавета Берестовская, рассказал, как видит конкуренцию с группой Этери Тутберидзе в женском фигурном катании России. Я не бросал Тутберидзе вызов. Тем не менее, и она, и я отчаянно стараемся поспевать за развитием фигурного катания. Это спорт, который диктует свои условия. Для побед нужны четверные прыжки, и мы начали их тренировать. Если хочешь побеждать, нужно прыгать тройной аксель. Поэтому мы также начали заниматься тройным акселем. У одних детей получается хорошо, у других – не очень, но все прикладывают максимум усилий. Касательно будущего, я думаю, не так долго осталось до того, как появится ребенок, который станет еще сильнее в прыжках и достигнет 5 оборотов. Потому что раньше я и не думал, что даже четверные прыжки возможны, приводит слова Сергея Давыдова японское издание. Ранее российские СМИ активно сталкивали лбами Давыдова и Тутберидзе в противостоянии юниорок. На прошедшем чемпионате России 14-летняя воспитанница Давыдова Софья Самоделкина исполнила 2 четверных сальхова в произвольной программе, но не попала на подиум, став лишь 4-й. Победу на турнире одержала Софья Акатьева из группы Тутберидзе. Почему заявление Плющенко о судействе может помешать Косторной поехать на чемпионат мира? Евгений Плющенко показывает себя как непримиримый боец с системой. Речь о судействе в фигурном катании. Начинающий тренер не только яро защищает своих подопечных от вселенской несправедливости, но и смело заступается за других фигуристок, которых, на его взгляд, обидели арбитры. На одном из турниров Евгений эмоционально поддержал Елизавету Туктамышеву после поражения от ученицы Этери Тутберидзе. Тогда Плющенко возмущался, что фигуристку с тройным акселем оценили ниже тех, кто просто красиво катался и вращался. В финале Кубка России, в битве за путевку на чемпионат мира, ситуация повторится. Вот только на этот раз противостоять Туктамышевой будут не фигуристки из Хрустального, а ученица самого Евгения Плющенко. А теперь резкое заявление Плющенко может оставить Косторную без чемпионата мира. Споры о том, что важнее в фигурном катании, артистизм или техника, не закончатся никогда. В нынешнем сезоне эта вечная тема особо актуальна. К примеру, много вопросов вызвало судейство на 3-м этапе Кубка России в Сочи. Елизавета Туктамышева в короткой программе исполнила роскошный тройной аксель. Но осталась позади Дарьи Усачевой и Анны Щербаковой, которая не только не прыгала ультра-си, но еще и ошиблась на каскаде. Преимущество ученицам Этери Тутберидзе принесли надбавки за непрыжковые элементы и высокие оценки за компоненты. Несогласие с решением арбитров в прямом эфире Первого канала выразила Татьяна Тарасова, а сильнее всего судьям досталось от Евгения Плющенко. Фигуристки его академии в Сочи не выступали, но Евгений посчитал нужным заступиться за бывшую коллегу по группе Мишина. А как же вера спортсмена в справедливость? Или мы можем теперь просто красиво кататься и очень красиво вращаться, и закрывать глаза на ошибки на прыжках, и не рисковать, и не прыгать тройной аксель, и быть выше Лизы? И я буду об этом говорить открыто, если мы хотим двигать фигурное катание вперед и уважать труд спортсменов и таких великих тренеров, как Алексей Николаевич Мишин. Я за справедливое судейство в спорте, где должен побеждать спортсмен, который делает прыжок ультра-си в короткой программе, так как это все-таки прежде всего спорт наивысших достижений, а не только катание, написал Плющенко. Техника Туктамышевой против артистизма Косторной. Занятно, что теперь гневная тирада Плющенко может сыграть против его же подопечной, ведь по этой логике именно Лиза должна поехать в Стокгольм. В финале Кубка России главной оппоненткой Туктамышевой в борьбе за путевку на чемпионат мира будет Алена Косторная, которая превосходит Лизу во владении коньком, скольжении и компонентах в целом, но после потери тройного акселя не имеет в арсенале ни одного элемента ультра-си. Туктамышева же даже в не лучшем состоянии не отказывалась от своего фирменного тройного акселя. В системе координат Плющенко такой подход Лизы должен вызывать поощрение со стороны судей.
Интересно, останется ли Евгений Плющенко при своем мнении. Его ученица поборется за последнюю путевку на чемпионат мира, и что-то подсказывает, что для тренерского штаба Алены в этой битве все средства будут хороши. Даже с учетом возрастных изменений и других проблем Косторная остается сильной соперницей. Сложные заходы на прыжки, каскады во второй половине программы, нестандартные дорожки шагов и первоклассные вращения – все это может обеспечить фигуристке громкую победу. Кроме того, отсутствие ультра-Си снижает возможность грубой ошибки. Но главное оружие Косторной – это, конечно же, ее выразительность. По этому показателю Алена уверенно обходит Туктамышеву, которая стабильно получает меньше своих основных соперниц. И именно это может стать решающим фактором. Интереснее всего, как в этой ситуации поведет себя Плющенко. В Сочи Евгений поддержал Лизу и ее тренера, который привел его на вершину фигурного катания. Однако многие болельщики посчитали, что за благородным поступком кроется психологический ход, призванный оказать давление на судей и заставить их изменить приоритеты. В первую очередь это помогло бы главной звезде ангелов Плющенко, Александре Трусовой. Вот только в финале Кубка Саши не будет, зато на лед выйдет ее полная противоположность. И хотя кажется, что основные надежды в Академии связывают с Александрой Трусовой, Плющенко наверняка хочется доказать, что и Косторная после перехода к нему все еще конкурентоспособна и готова бороться за медали на крупнейших стартах. Если судьи прислушаются к заявлению Евгения, сделанному во время этапа в Сочи, то велика вероятность, что Косторная не поедет на чемпионат мира. В случае победы Туктамышевой Евгению предстоит трудный выбор. Попытаться оправдать проигрыш подопечной внешними факторами, или с достоинством принять поражение от более техничной на данный момент фигуристки. Правда, есть и третий вариант. Если Косторная исполнит долгожданный тройной аксель, то все вопросы о лидере отпадут, а Плющенко не придется ничего говорить, за него все скажет прокат Алены. Выступления чемпионки Европы 2020 года Алены Косторной станут интригой предстоящего финала Кубка России по фигурному катанию, заявила бронзовый призер чемпионата мира 2015 года Елена Родионова. Я считаю, что основная борьба будет между Лизой Туктамышевой и Аленой Косторной. Девочки должны подойти в лучшей форме к этому старту, потому что от него зависит путевка на чемпионат мира. Конечно, кто будет стабильнее и кому удастся показать более чистые прыжки ультра-Си, тот и поедет в Швецию. На протяжении сезона мы видели, как выступает Лиза, она в хорошей форме, а Алену не видели достаточно долгое время, поэтому ее выступления будут интригой этого турнира, сказала Родионова. Алена Косторная, полноценно стартовавшая в сезоне лишь на 2 турнирах, и пропустившая из-за восстановления после вируса чемпионат страны, выступит в финале Кубка России, который для взрослых фигуристов пройдет 27-28 февраля в Московском дворце Мегаспорт.